В моем досье есть список тех, кто еще не подписался на канал. Их судьба решится на допросе в гестапо. Но у вас есть шанс. Лайк, комментарий и подписка смягчат ваш приговор. И помните, я слежу за каждым вашим кликом. Берлин, начало 45-го года. Мороз хрустел под сапогами прохожих, сквозь ветер пробивался гул самолетов, и казалось, что город вот-вот задохнется от предчувствия грядущего конца. Штирлиц вошел в кафе «Цум Райх», где обычно встречались высокопоставленные сотрудники Рейха. В этот раз он пригласил Мюллера. Официант молча кивнул, подавая знак на столик у окна. «Добрый вечер, Мюллер». Штирлиц снял перчатки и протянул руку. «Штирлиц», — коротко ответил начальник гестапо, поправляя галстук. На столе уже стояла бутылка красного вина и 2 бокала. Мюллер открыл меню, но взгляд его был явно обеспокоенным. «Я слышал, у вас снова проверка», — начал Штирлиц, ловко переключая внимание. «Это не проверки, это зависть», — мрачно ответил Мюллер. «Кто-то явно хочет занять мое место». Штирлиц молча отпил вина. «Знаете, Мюллер, зависть — это как плохая карта в покере. Ее можно либо сбросить, либо сыграть, превратив в сильный козырь», — заметил он, хитро улыбаясь. «Вы мастер аллегорий, Штирлиц. Но что вы предлагаете?» Товарищи зрители, как истинный штандартенфюрер СС и советский разведчик, я дважды рекомендую поставить лайк. Комментарий оставить под видео, а не в центр. И подписаться на канал быстрее, чем Мюллер поймет, что я Исаев. Штирлиц наклонился ближе. «Представьте, что ваш завистник станет моим объектом. В конце концов, я не просто офицер Абвера, у меня свои методы». Мюллер нахмурился, но интерес заиграл в его глазах. «А что вы получите взамен?» «Лишь вашу лояльность», — ответил Штирлиц. В тот же вечер Штирлиц отправился в архивы гестапо под предлогом проверки документов. Он прекрасно знал, что ищет — компромат на Курта Вайнцеля, зама Мюллера, который давно метил на его место. Через несколько дней Вайнцель был вызван к Мюллеру. Протоколы допросов, подозрительные переводы денег на швейцарские счета — все это оказалось на столе начальника гестапо. «Кто это собрал?» — спросил Вайнцель, стараясь сохранить хладнокровие. «Умелый человек», — холодно ответил Мюллер. Позже Штирлиц и Мюллер вновь встретились в кафе. «Теперь у меня все под контролем», — сказал Мюллер, поднимая бокал. «У вас всегда было», — ответил Штирлиц. «Я лишь напомнил, что зависть можно использовать как рычаг». Мюллер задумчиво улыбнулся. В моем досье есть список тех, кто еще не подписался на канал. Их судьба решится на допросе в гестапо. Но у вас есть шанс. Лайк, комментарий и подписка смягчат ваш приговор. И помните, я слежу за каждым вашим кликом. «Что вы за человек, Штирлиц? Вы как ледокол. Всегда находите способ пройти вперед». Штирлиц в ответ только усмехнулся. «Ледокол, говорите?» Штирлиц наклонился к бокалу, внимательно следя за выражением лица Мюллера. «Вы правы, в некоторых ситуациях важно не просто пройти, но и не оставить за собой следов. В этом наша сила». Мюллер задумался, переваривая слова Штирлица. Напряжение между ними оставалось, но теперь оно было немного другим. Они оба понимали, что игра не закончена, а лишь приобрела новые правила. «Вы знаете, Штирлиц, мне иногда кажется, что вы видите все на несколько шагов вперед. Мы, гестапо, привыкли действовать в моменте, но вы играете в долгую». Штирлиц слегка улыбнулся. «В долгую, да. В конечном счете, Мюллер, что есть война, как недолгосрочная шахматная партия. Я просто стараюсь не терять фигуры зря». Мюллер взглянул на него с уважением, но его глаза все равно искрились настороженностью. «Но что, если на кону не просто партия, а сама жизнь?» — спросил он, будто размышляя вслух. «Тогда, Мюллер», — ответил Штирлиц, не меняя тоном, — «игра становится еще более интересной». Время шло. Берлин был уже не тем городом, что раньше. В воздухе висела тишина, будто вся энергия мира сосредоточилась в последних, отчаянных усилиях перед падением. Товарищи зрители, как истинный штандартенфюрер СС и советский разведчик, я дважды рекомендую поставить лайк. Комментарий оставить под видео, а не в центр. И подписаться на канал быстрее, чем Мюллер поймет,
что я Исаев. В одном из уголков города, под тусклым светом уличных фонарей, Штирлиц снова встретился с Мюллером. На этот раз они оба знали, что следующий шаг может стать последним. Штирлиц взглянул на Мюллера и сказал: «Все, что мы строили, сейчас разваливается. Но ты, Мюллер, успел сыграть свою партию». Мюллер не ответил сразу, его взгляд был усталым, почти потерянным. Он знал, что Штирлиц всегда был шаг впереди. И что они оба играли в одну игру, только ставки у каждого были разные. «Я проиграл», — сказал он, наконец, слабо улыбаясь. «Но ты всегда выигрываешь, Штирлиц, в этой войне, в этой жизни». Штирлиц молча кивнул. Он всегда знал, что его пути с Мюллером пересекаются не раз, и, вероятно, их игра была не столько борьбой, сколько долгой подготовкой к неизбежному финалу. «Не все игры заканчиваются победой, Мюллер», — сказал он, поднимаясь с места и слегка наклоняя голову в знак прощания. «Но те, кто знают, когда остановиться, все равно выигрывают». Он развернулся и пошел в туман, растворяясь в нем, как всегда. Мюллер остался один. В глазах его отражался не страх, а пустота, в которой не было места ни победам, ни поражениям. Война, как и его место в этой игре, была лишь тенью, уходящей в прошлое. В тот вечер, когда последние самолеты оставляли свои следы в небесах, Берлин знал, что его судьба решена. И лишь несколько человек, таких как Штирлиц, могли сказать, что они всегда знали, как именно это все закончится.